Приветствую вас на моем канале. Прежде чем карты откроют нам свои тайны, я напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи «Сама себе психолог». Я создал этот плейлист, чтобы каждая из вас смогла починить свою самооценку, выстроить жесткие границы и перестала извиняться за свою масштабность, великолепие свое. Поправляйте корону и забирайте психологическую базу. Ну а тема сегодняшнего расклада звучит так. Какой тебя видят мужчины и как это использовать себе во благо? Мы часто не видим себя со стороны. Наша походка, манера держать телефон, взгляд в никуда. Все это складывается в мужской голове в определенный файл. Какой-то пазлик такой, да? Кто ты для них? Хрупкая ваза, которую страшно разбить. Или, может быть, ледяная королева, чье одобрение нужно заслуживать годами. Мы сегодня расшифруем твой код, твой архетип. Какая ты в глазах сильного пола. Может быть, муза, добыча, равная. Может быть, загадочная загадка, да? Итак, первый вопрос. Твой базовый архетип. Какой образ чаще всего считывают мужчины при первом впечатлении? Ух ты! Это о чем? Динозавр, прошлое, вампир, прошлое. И что это? Глазки на мокром месте, разбитое сердце, созависимое отношение, волк в овечьей шкуре, токсично. И что это? Феечка. Семен Семенович. Какие карты? Так. Сейчас еще доложу. Какой тебя считывают? При самом первом впечатлении. Так, многие вас считывают при первом впечатлении, при первом общении, да, какое первое впечатление. Смотрите, сразу видят вас женщиной непростой. По карте карма тут женщина, которая может в жизни многих мужчин оставить действительно след сильный. При этом женщина, которая, как это тут вы, многогранная, женщина, которая может испытывать тут 1000 эмоций, чувственная, да, чувственная, где-то нежная, ранимая, по карте букет даже романтичная. Тут как с одной стороны хрупкая ваза, с одной стороны, да, тут еще и карта ребенок, где-то может быть наивная, где-то может быть какая открытая такая, вот как будто бы навстречу всему прекрасному вы открыты, вы верите все равно, несмотря на то, что у вас в прошлом тут встреча была с каким-то тут, вот оно считывается, вампир. Не хочу тут все на мужчин, да, тут какой-то вампир в вашей жизни был, который вот вы тут опять карта ребенка, который вас обидел как ребенка, тут слезы текут, незаслуженно. Это такой типаж мужчины, скорее всего, как потребитель, да, вот брал, а как минимум вы хотели, может быть, любви в ответ, да, вот вы готовы были свое сердечко отдать, много эмоций отдавали, а тут разбитое сердце вы получили в ответ. У кого-то тут прям долгое время еще в зависимостях были, вы не могли, допустим, что-то принять, не могли смириться, может быть, с тем, что вы видели этого мужчину одного. Знаете, вот как образ один у вас в голове, а на самом деле, когда вот уже все, там, разбитые эти мечты, разбитое сердечко, иллюзии, ожидания, и вы вот до конца, может быть, так вам трудно было понять, что это как волк в овечьей шкуре, подмена понятий, что, как же, я же его видела таким, я же его воспринимала вот таким, почему он оказался другим, и зачем он там игрался со мной, это, в общем, токсично, тут у кого-то прям, знаете, вот эти вот эмоции тут,
Вас считывает женщина, которая может глубоко чувствовать и чужую боль, в основном даже отчасти благодаря тому, что вы многое в этой жизни уже испытали, вы вот эти вот какие-то нюансы прошли уже, взаимодействие с мужчинами. Тут женщина, которую, правда, как ребенка где-то обманули. Может быть, даже и она сама обманулась, как ребенок, в своих каких-то ожиданиях. Но это в прошлом история была. Опять-таки, знаете как, вас видят, да, романтичной, нежной, такой какой-то вот возвышенной. Но это женщина, которая по карте карма, она уже, как вам сказать, с опытом. Она, несмотря на то, что тут печальный, болезненный опыт, но где-то вы так и остались вот этим ребенком. И тут карта фея. С одной стороны, это можно сказать, что вы тут многое сами придумали об этом мужчине из прошлого, да, каком-то. Ну, знаете, как образ себе в голове какой-то составили, а он, может быть, изначально далек был от этого образа. Но он и не обязан был, может быть, даже и соответствовать этому образу. Тут другое, тут как будто бы вы могли нафантазировать себе что-то тут такое вот. И тут карта романтика. Вам этой романтики, может быть, очень не хватало. Может, в какой-то период, когда вы встретили вот этого мужчину, эту любовь свою, так называемую, и он вампирчиком оказался, он потребителем оказался, может, вам очень нужно было в тот момент, вот, необходимо, вот как у вас потребность была, она была не закрыта, вот, в любви, в поддержке, в нежности. Может быть, вы наделили этого даже мужчину этими качествами. Тут история о том, что где-то вас видят вот такой, где-то как-то даже женщина прекрасная, эмоциональная, наивная в чем-то, может быть, даже доверчивая. При этом уже болезненный опыт был, при этом женщина, как вам сказать, вас видят довольно ответственной. Вот как-то так вот, знаете, ну, серьезно. То есть нет такого, что вы там... Ну, такая, тому сказала что-то одно, второму третье, потом как-то ушла от ответственности, еще что-то там кому-то что-то наобещала. Нет, наоборот, вас видят женщина, которая, если уж с кем-то вы тут договариваетесь, допустим, о чем-либо, я не говорю это об отношениях мужчина, женщина, это в принципе, вот, договариваетесь, то вы не отказывайтесь от этих договоренностей, как бы вам тяжело не было, вы стараетесь сдерживать свое слово. Более того, вас видят даже женщина, которая могла бы, по мнению мужчин, намного легче жить, если бы она проще относилась, может быть, даже, ну, к этим обязанностям, каким-то обязательствам, к своей жизни, может быть, к выбору даже мужчин проще. Может быть, даже вот и тут, видите, человек, который на себя взвалил вот эту тут ответственность, да, вот эти вот какие-то камни. Это следующая карта возможность и карта цикличность. Скорее всего, вас видят женщина, которая прекрасная, нежная, ранимая, очень эмоциональная, чувственная, где-то наивная, но при этом вот какое-то то ли вот это воспитание, да, не хочу ничего тут плохого говорить, то ли даже у вас вот какие-то такие ваши установки. Вот если я, допустим, ну, из той серии, да, вот вышла я замуж один раз, значит, я должна максимум приложить усилия для того, чтобы мой брак, союз удался. Я буду тянуть долго это все, потому что, ну как это бросить на полдороги? А как, даже если это может быть для вас болезненно, даже если это, ну, вообще это не ваша картинка, там радости мало в этом союзе. Ну, я же несу ответственность за что-то. Ну, я пример привожу, да, вот, допустим. То же самое по поводу взаимодействия с людьми. Вот вас видят какое-то такое вот тут ответственное. Женщина, которая, правда, на себе, может быть, тащит. Тут кто-то на 2 работах работает, на 3. Вот впряглась так, и тут какое-то такое несоответствие. Будто бы смотрят на вот мужчины, на вот эту вот нежность, букет, да, розочку такую, и думают, бог ты мой, да эта женщина, она должна, ну, я же не знаю, ну, совсем не такую жизнь проживать. Зачем она на себе вот это взвалила? Зачем ей это все, допустим? Зачем, не смотрят, зачем вот она с этим партнером? Почему она с этим партнером? У нее же тут 1000 возможностей при желании. Пусть она типа как откроет глаза, у нее тут другие мужчины, может, на нее заглядываются, и выбор у нее есть. Почему она их не замечает? Может, тут какого-то выбор профессии, ну, род деятельности.
тут вот как будто бы вот возможности, шансы есть, а почему она вот это тащит? Это как будто бы она какой-то договор даже сама с собой как заключила, вот, и выше вот она не смотрит, и вокруг не смотрит. Вот, ну, девочки, вот мне такое вот пришло сейчас сравнение. Ну, так вот считываю я это все сейчас. И при этом карта цикличность это о том, что эти возможности все равно периодически не появляются. Другое дело, насколько вы прибиты вот этими камнями, этими булыжниками, которые вы там на себе этот груз тащите. Кто-то вообще голову вверх не поднимает, и эти возможности не замечает, игнорирует. Вот как-то так. Ну вот так вот мне показали, вас считывают. Вот такая вот вышла, как можно сказать, мини-сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, следующее. Эмоциональный эффект. Какое чувство ты вызываешь? Интерес, уважение, дистанцию, притяжение. Сейчас. Так, ограничение. О, боже мой, девочки, да что же это такое? Какое чувство ты вызываешь? Да что же это такое? Оно счастье. Одиночество. Да. Так, ладно. Все, что вижу, говорю, мои хорошие. Так, сейчас еще другие карты вытащу, дабы это полнее как-то было. Эмоциональный эффект. Какое чувство ты вызываешь? Интерес, уважение, дистанцию, притяжение. Ух ты. Да, картина маслом. Ну вот, смотрите. У многих вы вызываете первое внимание, вот сразу вы фокусируете на себе внимание. Люди к вам присматриваются, внешние данные ваши тут оценены, вы притягательны. Но у многих идет недоумение. Это опять тут то же самое все. Вот как будто бы видят ваш какой-то потенциал, и они думают, что она тут делает. Что она делает, допустим, в каких-то отношениях с кем-либо. Почему тут кто-то в созависимых отношениях. Кто-то выбирает, опять-таки, может, какую-то работу, должность, где видят ваш потенциал, ваш потолок, ну, намного выше. Причем тут разносторонняя какая-то девочка, тут с коммуникацией у вас все прекрасно, по солнышку вас рады везде видеть, перед вами, как, ну извините, все дороги открываются. Если вы захотите, вы свой можете тут талант раскрыть во многих каких-то тут и профессиях, сферах, вот так видят. И можете быть счастливы. И ну тут еще такой нюанс, многие из вас счастливы, как вам сказать, тут что-то тут то ли у вас какие-то своеобразные такие амбиции, или вам достаточно. Это тоже хорошо, наверное, если вы умеете, ну, как это, довольствоваться малым кто-то, да. Но вот тут, скорее всего, тут умеет женщина радоваться тому, что есть в ее жизни. Это прекрасно все. Но многие, вот мы же смотрим не ваши ощущения, а вот как видят вас мужчины. Вас видят женщины, которая, правда, может радоваться мелочам, но при этом такое какое-то состояние, знаете, как будто бы и запрос как будто бы к мужчинам тоже такой. Вот вас могут радовать мелочами, а потом у мужчины как будто бы и вопрос, а зачем я ей буду давать больше, если она умеет радоваться тому, что есть. Тут какая-то такая грань вот тонкая. С одной стороны, да, мужчина, никто никому ничего не должен, да, мы мужчинам ничего не должны, да, но при этом вот тут какой-то такой вот, знаете, как будто бы они видят вас женщиной, которая может действительно быть роскошной,
производить такое впечатление. Вы такая и есть. По карте Павлин там достоинства ваши эти замечаются. Ваши какие-то, ну, там, внешние данные, ваши там достижения какие-то, таланты, это все есть, у вас это все есть, и вы можете в моменте действительно цеплять. При этом вы открытая по карте Солнышко, при этом веселая, оптимистка, но при этом же, знаете, как будто бы вы можете вот всю эту энергию как-то вот это вот мужчине это давать, и опять-таки, как довольствоваться малым. При этом сами привязывайтесь, может быстро привязывайтесь к мужчинам, созависимые отношения, может быть заниженная оценка, самооценка у многих. Тут как будто бы вот эта вот свинью с вами играет, эту роль свиньи, да, как свинью вам подкладывает. Это ваше восприятие вас самой. Это какие-то ограничения. Вот со стороны вот они видят вас, женщина, да блин, она тут классная, роскошная, интересная, обалденная она тут. Но почему она сама себе занижает самооценку? Тут вот какие-то ограничения сами себе, вот как в капкан сами себя загоняете, в клетку. Вот это вот, тут какой-то такой нюанс. И при этом еще как-то считывается, знаете, может быть, при вашей открытости, тут еще картофеечка, это, знаете, это какая-то такая, не то что там отстраненность от мира, да, я не говорю, что вы там вообще как-то в других мирах витаете, но вы не похожи на других, да, тут какая-то вот нестандартная, вы тут в хорошем плане, в смысле, может романтичная, может где-то фантазерка, может быть даже вот какие-то ваши такие изъяснения, или, может быть, философские какие-то замечания. Вот тут что-то такое есть, вот какая-то как большой ребенок, в хорошем смысле. Но при всем при этом, это открытость, да, но при всем при этом, если больше как бы мужчина старается с вами сблизиться, там, да, или как-то наладить там контакт, тут карта одиночества. Это как будто бы вы так отстраняетесь на вытянутую ручку, и они чувствуют эту дистанцию. Может быть, это уже какой-то опыт, да, ваш болезненный. То есть идет интерес к вам, притяжение тоже есть. И тут вам, ну, это не просто так, знаете, какое-то там сексуальное влечение, фух, так загорелись и все. Они видят вашу глубину, они видят вашу где-то детскость, искренность, непосредственность, умение радоваться этому всему. Но при этом, девочки, может быть, кому-то это будет неприятно, но как есть, так есть, я это читаю. Будто бы они говорят, боже мой, эта женщина могла проживать намного лучшую жизнь, по их мнению. В первую очередь, почему? Потому что как будто такая женщина, она заслуживает всего самого наилучшего. Ей просто нужно разрешить это себе. Может быть, там даже элементарно это должности какой-то касается, места работы, может быть, даже выбора партнера. Девочки, вот тут даже в мелочах вот такое, как будто бы. Тут знаете, 100 серий, где они, может, смотрят на вас там, блин, такая классная, такая, обалденная. Счастье. С этой женщиной можно быть счастливым. И при этом они смотрят и думают, а зачем она с каким-то мужчиной, который причиняет ей боль? И это как вот эта зависимость, это уже может быть даже выбор одного и того же какого-то типаж партнера, как что-то непроработанное, как будто бы вы сами себе не позволяете вот изменить какой-то сценарий. Угу. Или все мечтаете, думаете, да вот оно изменится, да вот же оно поменяется, изменится. И, может быть, даже эти мужчины как-то смотрят на вас, да, вот так вот считывают вас и думают, блин, та другая там, внешне проигрывает вам в 1000 раз, там, и с интеллектом явно проблемы. Но она себя так ведет, как королевишна, да, и у нее там и в жизни все намного легче складывается. Тут как будто бы вот этот вот какой-то нюанс. То ли у вас тут горе от ума, то ли изначально, как вот, может быть, с детства какая-то такое вот, как установочка, да. Как мне показали, так и показали. При этом еще какое чувство вызываешь? Дистанция, притяжение, интерес, уважение.
Ой, для многих вы лакомый кусочек, тут 100%. Они видят тут по дьяволу, смотрите, какой дьявол красивый. Такая женщина, знаете, изюм, знаете, в каждой женщине изюминка. Вот вас этого изюма выше крыши. Мечта. Для многих тут прям идеальная женщина по мечте. Многие вас идеализируют, и привлекательная, сексуальная. Но тут же... Бог ты мой, извините, у меня коты за окном что-то начали. Вот, коты начали что-то между собой ссориться, выяснять отношения. Так, но, смотрите, тут как будто бы много непроявленного. То есть какой-то вот типаж, вот, ну, а-ля этот, как это называется, учительница, да, там, начальных классов. Ничего против не имею. Прекрасные люди, но, соответственно, дресс-код какой-то такой спокойный, серо-черные тона, пучочек какой-то, очечки. И она тень отбрасывает. А тень тут женщина в каком-то латексном белье, ботфорты, тут уже, не знаю, плетка какая-то. Смысл такой, что вас видят, что мужчина, насколько вы многогранны, насколько у вас много чего-то скрытого такого, того, чего вы сами себе, может, еще не открыли, подавляете или не хотите этого признавать. Это манит, будоражит, привлекает. Они видят вот это вот все у вас. Видят, может быть, в глазах, в повороте головы. Они видят эту всю глубину, соблазн, искушение. Но при этом также они видят, что женщина отдала себе приказ. Вот так вот. Я вот так вот себя веду. Вот. Я надеюсь на все самое хорошее. Но при этом позволяю ли я себе это? Да не факт. Как будто бы вряд ли я позволяю себе там какие-то... Ну, особо идти против, может быть, каких-то собственных установок. Где-то выше головы прыгнуть собственной, где-то, может быть, даже рискнуть, где-то даже на себя посмотреть с другой стороны. Тут что-то такое, девочки. И у многих вот к вам тянет мужчину, да, вот они, вы интересны, опять-таки. Но потом в один момент, как в точке над «и», расставляются в один момент, как какое-то озарение для мужчины. И смотрите, что они... Тут карта подозрения и карта спасатель. Женщина-спасатель. В один момент ситуация проясняется, и, может быть, вы во взаимодействии с мужчиной где-то не до конца свои рамки, границы отстаиваете. Где-то вы показываете, ну, так называемую слабину. Где-то так называемую, ну, в кавычках, женскую мудрость. Типа, промолчу, ладно, а потом, может быть, как-то переиграю, и будет по-моему. А оно уже откладывается. И у мужчины складывается впечатление, подозрение о том, что, ага, это женщина по типу спасатель. Ну, сами понимаете, да? Она будет прибегать, спасать, соглашаться на какие-то, может быть, не совсем для нее комфортные условия. Опять-таки, соглашаться на какие-то компромиссы, в которых вы страдаете. Но вы спасаете кого-то. Ну, тут зависимость, тут спасатель. Ну, вот вы понимаете, да? Ну, я не хочу дальше эту тему сильно развивать. Ну, тут такой нюанс есть, он считывается. Тут дистанция притяжения, но тут же как будто бы у них в голове плац так, ага. А если вот сыграть на вот ее чувстве вины там, или на ее доброте, ага, можно что-то получить, проманипулировать. Ага, если тут поплакаться про тяжелую судьбу, провести какие-то параллели, может быть, с вашим прошлым, с вашими какими-то любовными историями, ага, вот тут можно как-то извлечь из этого такой бонус. Ну, вот как-то так, девочки. Так, дальше. Как можно осознанно усиливать или смягчать этот эффект в зависимости от вашей цели? Да? Посмотрим. Совет вам, да?
Ну, основное, что я вижу из этого всего, это вам говорят, самое главное, конечно, это опора на саму себя. И вам говорят, вы можете быть и счастливой. Да, сами собой, вам абсолютно не нужен тут кто-то, какой-то, знаете, так называемый костыль, да, мужчина, тут созависимые отношения, для того, чтобы быть счастливой, полноценную жизнь проживать. Более того, многим карта гармонии, одиночества, вам комфортно самой собой. Опять-таки, а вот наоборот, если вы, скорее всего, будете считать, что вы тут нуждаетесь очень в чьей-то поддержке, что вы тут не можете без какого-то мужчины, да, вам нужен для этого счастья какой-то мужчина, наоборот, это говорят, это может усугубиться, это токсичное какое-то будет счастье. В моменте там какие-то будут, понятно, да, бонусы, эйфория, но потом это все может какую-то не очень здоровую историю перерасти. Вы как сами себе свинью подложите. И уж тем более вам говорят, не нужно вступать во взаимоотношения, я имею в виду серьезное родовое дерево, тут деток планировать с мужчиной, с каким-то, да, от которого вы прям вот так вот сильно зависите, вот эмоционально, если вас прям триггерит, вот вы не можете без него жить. Это, говорят, это дорога в никуда, в какую-то такую бездну. Вам нужно тут в первую очередь одиночество, павлин, гармония, солнышко, в полной мере даже разобраться, чего вы хотите. Может быть, тут открытие дорог, может быть, даже попробовать себя в каком-то новом амплуа, в новой роли, в новых каких-то... Ну, не говорю в взаимоотношениях, нет, я против того, чтобы клин клином вышибать, против, нет. Тут скорее другое, тут скорее какие-то ваши там, вот, не знаю, у вас же есть какие-то таланты, способности, мечты, вот это вот больше сюда, это то, что именно вас, как единицы одной отдельной касается. Вот в этом как будто бы кайфануть, получить какой-то результат, а потом, может быть, уже на фоне этого и ваша энергетика изменится, восприятие себя у вас поменяется автоматом, да, вот. Ну, по-моему, вам тут это нужно. Вот я вот это сделала, ух, классно, я себя за это уважаю, я молодец, умничка, я себя похвалю за то, что я там действительно вот там, вот мне захотелось там обучиться чему-то новому. Я не просто этим увлеклась, а потом бросила, я вот довела до логического конца какого-то. Я там, у кого-то это диплом получила, у кого-то это в принципе обучилась чему-то, но навык какой-то новый приобрела. И я сама себя за это уважаю. Вот шажочек за шажочком, вот такое. Даже пусть это будет что-то для других, это несущественное. Такое какое-то даже, может быть, они не будут понимать, о чем речь и к чему это все. Самое главное, чтобы вы от этого чувствовали себя счастливой, в состоянии гармонии. Вот это вам вернуть нужно. Это. И вот это, говорят, вот это может усилить ваше какое-то влияние на мужчин. Вот этот ваш образ, он новый будет образ. В этом будет чувствоваться вот эта опора на себя. То есть, а так оно все равно как-то вот считывается, вот все-таки, может, не сразу, потом как-то косвенно мужчины считывают того, что можно с вами вот эти игры в созависимые отношения поиграть. А девочка на что-то, может быть, и, как вам сказать, некрасивого же организма, а ведется, да, вот на какое-то, может быть, не очень красивое поведение мужское. Может, прокатит, может, не прокатит, да, может быть, там, потом я извинюсь, и это прокатит. Вот как-то так, вот, к сожалению, вот это считывается. Что еще? У кого-то тут вообще предупреждают, если мужчина, вот вы тут опять вновь в эти какие-то созависимые отношения вляпаетесь, да, карта счастья, вам показывает это счастье, да, потом токсично как-то мужчина начинает проявляться, и вас предупреждают, а он может потом, да, как-то, типа, пытаться искупить вину, да, какими-то подарками, то, говорят, это все равно дальше, это в никуда, на какое-то время вас может хватить, а потом... И уж точно, говорят, не стоит воспринимать это, вот, знаете, как-то как длительное время эти отношения. Ну, тут качели какие-то. Многие тут и деток хотели, может быть, с таким мужчиной, от такого мужчины.
говорят, нет, это как по Луне, и тут ребенок плачет. Тут история о том, что вы сами себя будете разрушать какими-то вот этими нестабильными отношениями. То есть пока вы, по большому счету, тут не проработаете себя, не станете уважать саму себя, девочки. Вот по-другому я не скажу. Это уже заезженные фразы «люби, полюби себя», но тут это тоже все прокатит. Тут. Будто бы вы уважаете себя, отстаиваете свое право проживать ту жизнь, которую вы считаете нужным, как считаете нужным. Вас же никто не имеет права заставлять. Не может вас никто заставлять. У каждого своя жизнь. Такой, пока вот это считывается, что вы тут как-то так ведомы, где-то вас можно как-то так плавно подкорректировать ваше мнение, где-то можно тут проманипулировать. Вот пока оно так идет, то тут какой-то определенный типаж мужчин в вашу жизнь и приходит. Возле вас такие появляются. Они это считывают. Как-то так, мои хорошие. И с точки зрения психологии, социальное восприятие человека, оно формируется как множество вот этих наблюдаемых сигналов. И они интерпретируются через опыт и какие-то даже ожидания этого наблюдателя. Поэтому один и тот же человек может вызывать абсолютно разные реакции у разных людей и в разных контекстах. И этот образ, он не является вот такой какой-то зафиксированной сущностью. Он очень динамичен и зависит и от поведения самого человека, и вот от этих проекций окружающих. Самое главное нам не застревать в попытке контролировать чужое мнение. Может быть, выбирать, какие аспекты поведения вы хотите усиливать, да, чтобы влиять на динамику этого взаимодействия. Более гибко, более эффективно, более мудро. И при этом сохранять себя. Внутреннюю эту устойчивость и целостность. Не предавать саму себя, оставаться такой, какая вы есть. И при этом пребывать в этой же гармонии. Все, мои хорошие. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. Удачи вам во всем. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик. Можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.